And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. К середине 90-х настольные ролевые игры стали местом эскапизма для молодежи. Это культурное явление среди нердов и гиков существовало еще с конца 70-х. Но именно к началу последней декады 20 века сформировались ключевые ролевые системы. Они стали невероятно популярны, потому что игроки хотели погрузиться в выдуманные вселенные. Мало кто знает, что пресловутый D&D к тому времени разросся десятком миров со своими правилами и законами, регулирующими существование участников игровой партии. Они различались стилистикой, сюжетами и игровыми механиками. Это была эпоха господства подземелий и драконов среди гиков по всему миру. Эпоха, ставшая последней для владельца игры компании TSR. Но наш рассказ будет не об этом. К 90-м на волне популярности самой известной настольной игры энтузиасты и заядлые игроки начали создавать собственные ролевые системы. Среди них были Battletech, MechWarrior, Shadowrun, Cyberpunk 2020. Все эти проекты относились к научной фантастике, а события в них происходили в будущем. В то же время существовали и фэнтезийные вселенные, лишь отдаленно напоминавшие подземелья и драконы. К примеру, Magic the Gathering представляла собой инновационную коллекционную карточную игру, а судьба ее издателя, Wizards of the Coast, впоследствии тесно переплелась с D&D. Была и другая ролевая система — Vampire the Masquerade. Сейчас о ней знают 3,5 землекопа, поэтому почему бы и не рассказать о феномене самого яркого, необычного и культового в узких кругах мира тьмы. В этом ролике мы проследим историю создания культовой ролевой системы Vampire the Masquerade, разберемся в ее уникальной концепции и расскажем о попытке перенести ее во вселенную телесериала. Но и про компьютерные игры тоже расскажем. Куда же без них? Отдельно поясним про терминологию. Чтобы не перегружать рассказ, мы будем использовать обобщающее понятие «настольная игра», имея в виду всю ролевую систему. Сами правила, книги, руководство и дополнения. Это общепринятая практика среди фанатов настолок. Что ж, начнем. В 1986 году Стив и Стюарт Вик из Алабамы, будучи старшеклассниками, написали, собрали и выпустили любительский журнал Arcanum, посвященный настольным ролевым играм. Братьям показалось, что название стоит приберечь на будущее, чтобы сделать одноименную компьютерную игру. Да нет, конечно. Им просто захотелось переименовать свое детище по образу главного героя из саги об Элрике Майкла Муркока, ведь White Wolf звучало неизмеримо круче. Помимо Advanced Dungeons and Dragons, журнал рассказывал и о менее известных у нас проектах, таких как Ars Magica и RuneQuest. Поскольку издатели Ars Magica были малоизвестны, они охотно шли на контакт с White Wolf. Так братья познакомились с гейм-дизайнером Марком Рейнхагеном. Oh, hi, Mark. К 1990 году его компания испытывала проблемы с дистрибуцией, а журнал White Wolf Magazine переехал из города Хантсвилл в Алабаме в Атланту, что в штате Джорджия. Логичным шагом для выживания обеих сторон стало слияние, которое и произошло в декабре 1990 года. Марк Рейнхаген сразу же окунулся в новый амбициозный проект. Времена были дикие, всех увлекала популярная культура, а некоторые даже обращали внимание на литературу. Именно тогда взгляд Марка привлекли романы Энн Райс о кровосисях, Я знаю, кто ты. Кровосися. которые сегодня принято называть вампирскими хрониками. Книги были невероятно культовыми для своего времени. В конце концов, для первой экранизации романа о галантных кровососах не поскупились на известных актеров. Однако идея создать по ним настольную игру не получила одобрения правообладателей. Марк оставил замысел адаптации и сосредоточился на полностью оригинальной концепции. Так на свет появилась Vampire the Masquerade. Эта игра предлагала совершенно иной подход. В то время как в Dungeons and Dragons игроки под руководством мастера подземелий шаг за шагом преодолевали ловушки, сражались с монстрами и разгадывали загадки в подземельях, в вампирах все было иначе. Здесь ведущий именовался рассказчиком, а главной целью было совместно создать глубокую и драматичную историю.
Участники партии отыгрывали роли, принимая морально тяжелые решения, чтобы раскрыть личность своего персонажа на протяжении всей игры. Типичная кампания могла быть посвящена расследованию таинственного убийства, борьбе за власть в клане или выживанию в мире, который стремится уничтожить героев. Саму систему красноречиво назвали Storytelling System. Руку к созданию этой механики приложил никто иной, как Том Дауд, соавтор другой, уже упомянутой ролевой игры Shadowrun. Не погрузившись в правила мира, будет сложно понять, о чем была эта игра. Сейчас мы расскажем о том, что такое кланы, секты и как долго не кончать при выборе платного класса. Маскарад в контексте игры — это второй тайный слой реальности, доступный лишь избранным. Чтобы существовать, они вынуждены соблюдать свод законов, оставаясь незаметными для обычных людей. Эти существа правят из тени, творят историю. Они были в начале всего сущего, являясь потомками Каина. Да, в этом мире вампиры были всегда. Во времена Святой Инквизиции им пришлось заключить между собой трудновыполнимый договор о том, что они никогда больше не станут править смертными открыто. Все, принявшие свод строгих правил, образовали сообщество, называемое Камарильей. Но нашлись и те, кто отказался прятаться от людей, сочтя это предательством своей природы. Эта группа стала вампирами-отступниками и создала подобие секты, объединившей всех под единым именем Саббат. К Камарилье примкнули 7 кланов. Вентру — элитный клан, составляющий основу Камарильи и несущий бремя власти. Они думают, что я буду выпускать ролик. Его представители умны, элегантны и вращаются в высших кругах общества, контролируя политиков и бизнесменов. Их консервативный подход сочетается с убеждением в собственной прогрессивности. Однако у Вентру есть слабость. Они могут пить только кровь определенного типа, например, аристократов или девушек, что делает их уязвимыми и подверженными депрессии при отсутствии подходящей жертвы. Носферату. Вампиры известны своим уродством, из-за которого обитают в подземельях и канализациях, избегая контактов с другими сородичами. Несмотря на это, их способности к скрытности и шпионажу делают их незаменимыми для Камарильи. Они преданы друг другу, поскольку остальные кланы часто их сторонятся. Носферату редко дарят превращение, выбирая для этого лишь тех, кто уже обречен — бездомных, коллег или умирающих. Тореадор — творческие личности среди вампиров, одержимые искусством и красотой. Они часто живут среди людей и открывают им свою тайну, что вызывает недовольство других кланов. Их внешность безупречна, а одежда изысканна, что делает представителей легко узнаваемыми. Хотя многие Тореадор посвящают себя искусству, некоторые становятся просто впечатлительными искателями развлечений. Их слабость — страсть к прекрасному, способная привести к гибели или безумным поступкам. Бруха — мятежники среди вампиров, презирающие власть и традиции Камарильи. Они дарят превращение тем, кто готов бросить вызов системе, часто создавая целые группы неофитов для выживания. Их стиль отражает бунтарский дух — ирокезы, кожаные куртки и армейские ботинки. Несмотря на вспыльчивость и склонность к безумию, Бруха ценятся как сильные воины. Их ярость — одновременно сила и проклятие. Гангрел — дикари, способные превращаться в животных и предпочитающие жизнь в лесах шумным городам. Они почти не признают оружие, полагаясь на свои когти и силу. Их старейшины постепенно приобретают звериные черты, такие как кошачьи глаза или волчьи уши. Гангрел редко дарят превращение, выбирая лишь тех, кто способен выжить в одиночку. В какой-то момент клан был вынужден выйти из Камарильи, но многие остались верны ей. Малкавиан — сумасшедшие вампиры, чье безумие часто скрывает глубокую мудрость. Они дарят превращение только тем, кто находится на грани смерти или уже потерял рассудок. Их считают шутами Камарильи, но их пророчество нельзя игнорировать. Непредсказуемость и хаотичность Малкавиан делают их одновременно опасными и полезными. Я слеп, но я вижу, что ты охуел. Их слабость — редкие моменты ясности, которые могут привести к гениальным, но нереализуемым идеям. Тремер — единственные вампиры, владеющие истинной магией, которую они используют при помощи ритуалов и заклинаний. Их клан отличается жесткой иерархией и дисциплиной, где каждый подчиняется старейшинам. Тремер считают себя элитой и часто соперничают с Вентру за власть в Камарилье. Их происхождение вызывает недоверие у других кланов. Они организуются в капеллы, укрепленные убежища, где хранят знания и планируют интриги.
В то же время в основе Саббата стоят два клана помимо отступников. Ла Сомбра — жесткий и беспринципный клан, отвергающий человечность и с легкостью отдающийся безумию. Они стремятся к власти, но не признают авторитетов, что делает их практически неуправляемыми. Их клановая дисциплина позволяет управлять тьмой, создавая из теней оружие или инструменты. Ла Сомбра считает людей лишь пищей, а себя высшими существами, открыто пропагандирующими порабощение человечества. Цимисхи — интеллектуальная элита Саббата, совмещающая научный гений с невероятной жестокостью. Они проводят изуверские эксперименты над людьми, а их внешность может быть как зловещей, так и идеально прекрасной, благодаря искусству изменения плоти. Цимисхи презирают власть. Многие из них не принадлежат ни к одной секте. При обращении смертных они перенимают черты характера жертвы, поэтому крайне избирательны. Их конечная цель — ниспровержение патриархов-вампиров и тотальное переустройство мира. Существует и третье сообщество, объединяющее вампиров, отказывающихся подчиняться диктату Камарильи или Саббата. Городок. Анархия. Мировоззрение этих сородичей, требующих неограниченной свободы для всех, прочие кровососы называют наивным, что неудивительно, поскольку большинство анархов очень молоды и обычно долго не живут. В мире тьмы каждый город находится под властью князя или же принца. Этот правитель распоряжается судьбами своих подданных, как живых, так и сородичей, постоянно ожидая нож в спину. Разумеется, в таких обстоятельствах между Камарильей, Саббатом и анархами идет непрерывная идеологическая борьба за влияние и власть. Поэтому игроки в условиях этой вечной подковерной войны вынуждены постоянно искать способ сохранить адекватное восприятие ситуации с точки зрения, продиктованной выбором клана, секты и, конечно, их собственной вампирской натуры. Именно из этой сложной системы взаимоотношений проистекает тот самый упор на глубокий словесный отыгрыш между всеми участниками партии, который и привлекает игроков в этот выдуманный мир. На фоне успеха вышедшего в середине 90-х фильма «Интервью с вампиром», снятого по мотивам тех самых вампирских хроник Энн Райс, телевизионные продюсеры начали присматриваться к многообещающим франшизам в медиаполе, которые могли бы потенциально подойти для экранизации. Ролевая игра Vampire the Masquerade подходила идеально. Телевизионная сеть Fox Broadcasting Company предложила компании White Wolf Publishing сделать экранизацию вампиров для собственного канала. В 90-х там друг за другом выходили такие хиты, как Beverly Hills 90210 и Melrose Place. Эта сделка казалась заманчивой для небольшого издательства настольных игр. Марк Рейнхаген охотно согласился участвовать в разработке потенциальной адаптации. Он надеялся реализовать потенциал вселенной World of Darkness в формате телепроекта, чтобы расширить базу фанатов оригинальной игры. В свою очередь, права на производство будущего сериала получила Spelling Television. Еще с 60-х эта компания работала над такими популярными прайм-тайм-хитами, как «Ангелы Чарли» и «Старский Ик». Ей предстояло найти шоураннера, подходившего для проекта, построенного на остром взаимодействии непохожих друг на друга персонажей. Лучше всего, чтобы такой специалист хорошо разбирался в диалогах и был опытным сценаристом. Выбор студии пал на Джона Ликли. Он работал над сериями для полиции Майами, а также зарекомендовал себя как автор детективных романов. Сериал еще не состоялся, а конфликт между создателями по накалу страстей напоминал распри вампирских кланов. Марк Рейнхаген стремился к более мрачному и точному переносу игровой вселенной на экран, в то время как Ликли хорошо понимал телевизионную специфику и задачи студии. Шоураннер настаивал на упрощении сюжета, добавлении любовных линий и экшен-элементов для привлечения аудитории телеканала Fox. Его видение победило. Действие сериала Kindred the Embraced разворачивается в Сан-Франциско, где вампиры, именующие себя сородичами, скрываются среди людей, строго соблюдая свод законов под названием «Маскарад». Этим миром правит принц города Джулиан Луна, чья власть постоянно оспаривается лидерами могущественных кланов, стремящихся сместить его и нарушить хрупкий статус-кво. Создатели проекта сознательно пошли на сокращение числа вампирских кланов по сравнению с настольной игрой, оставив для экранизации лишь 5 ключевых: Вентру, аристократы и политики, правящая элита вампирского общества; Тореадор, эстеты и гедонисты, ценящие искусство и красоту; Бруха, бунтари и преступники, отвергающие традиции и стремящиеся к хаосу; Гангрелы, одиночки и оборотни, связанные с дикой природой; и Носферату, изгои с отталкивающей внешностью, но владеющие тайными знаниями и информацией.
Сюжет шоу строится вокруг двух главных героев, которые видят этот мир с разных ракурсов. С одной стороны, это детектив Фрэнк Кохенек, расследующий серию жестоких убийств и постепенно осознающий, что столкнулся с реальностью, находящейся за гранью понимания обычных людей. С другой — принц Сан-Франциско Джулиан Луна, вынужденный бороться за сохранение хрупкого равновесия среди других кланов. Ситуацию осложняет не только то, что Луна влюблен в смертную женщину, но и надвигающаяся угроза, которая вот-вот проявится. Пам-парам. Пам-парам. Два героя из разных миров оказываются в эпицентре противостояния вампиров и надвигающейся опасности. Проекту о вампирах не повезло стартовать в рейтинговом слоте смерти во вторник вечером 2 апреля 1996 года. В это же время на соседнем телеканале NBC безраздельно доминировал хитовый проект «Скорая помощь», который собирал всю аудиторию. На самом же канале Fox после Kindred the Embraced показывали Beverly-Hills 90210. И зрители после сериала с Джорджем Клуни переключались на шоу про золотую молодежь. Рейтинги вампиров оказались катастрофически низкими. Они колебались в районе от 4,5 до 5 миллионов зрителей против 10 миллионов у конкурентов. Бюджет проекта составил, по некоторым оценкам, менее $1 миллиона за серию. Это была смехотворная сумма для жанрового произведения с большим количеством экшн-сцен, сложным гримом и спецэффектами. Такой фактор неизбежно привел к вынужденной экономии. Многие сцены с вампирами снимались днем с использованием затемненных фильтров. Это выглядело дешево и неоправданно в проекте о существах, избегающих солнечного света. Критики отмечали игру актеров, особенно выделяя Марка Фрэнкела в роли Джулиана Луны. Во многих рецензиях сериал называли неудачной попыткой сделать вампирскую версию «Крестного отца», отмечая, что сквозь готическую эстетику проступают все те же черты Melrose Place. По их мнению, проект был в первую очередь мелодрамой, а для вампирской драмы у него просто не оказалось своего уникального лица. Ирония заключалась в том, что Fox решили закрыть сериал уже после 7 вышедших эпизодов, хотя снято было 8. Последние показали лишь через несколько лет при повторном релизе и выпуске на физических носителях. По некоторым источникам в первоначальных планах был целый сезон из 10 серий, но съемки 2 заключительных так и не начались. Трагическим финалом истории стал несчастный случай с Марком Фрэнкелом. Актер, игравший Джулиана Луну, погиб в автомобильной аварии через несколько месяцев после закрытия проекта. Это событие поставило окончательную точку в любой возможности возрождения Kindred. Создатели шоу продолжили работать над другими проектами. Джон Ликли позже отметился другим культовым сериалом — анимационным Тодд Макфарлейн's Spawn, который продержался 3 полных сезона на канале HBO. Это была уже совершенно другая история. Ребенок существенного бюджета и творческой свободы, которую предоставлял кабельный канал. Возможно, если бы у руля Kindred стояли шоураннеры уровня сегодняшних Эрика Крипке или Ноа Хоули, то есть фанат первоисточника, чувствующий его атмосферу, то мы могли бы получить по-настоящему стоящие произведения. Но, к сожалению, Kindred the Embraced остался лишь любопытным артефактом эпохи VHS, своеобразной попыткой перенести мрачный мир вампиров на телевизионные экраны. И все же на этом история Vampire the Masquerade не закончилась. В середине 1990-х годов настольные ролевые игры стали для молодежи мощным инструментом эскапизма, социализации и консолидации перед внешними вызовами. Совместное погружение в фэнтезийные миры создавало сплоченные комьюнити, которые стали для многих гиков важной частью жизни. Эти увлечения не прошли бесследно. Многие участники игр, повзрослев, стали писателями, режиссерами и разработчиками. Стремясь сохранить свою игровую культуру, они начали переносить ее в сферы профессиональной деятельности. Если Dungeons & Dragons уже тогда активно воплощалась в кино и литературе, то другим франшизам это удавалось сложнее. Однако неудача Vampire the Masquerade с экранизацией в прошлом не означала конца пути. Повзрослевшие поклонники игры, добившись влияния в медиаиндустрии, получили возможность заново представить любимый мир широкой аудитории уже в формате современных мультимедийных проектов. Сначала вышла компьютерная ролевая игра Vampire the Masquerade Redemption, которая хотя и бережно относилась к первоисточнику, но получила смешанные оценки критиков. Другой проект, Vampire the Masquerade Bloodlines, разрабатывала студия Troika Games, основанная бывшими создателями такой культовой игры, как Fallout.
Разработчики черпали вдохновение непосредственно в оригинальных книгах правил и руководствах. Они стремились перенести в игру ключевые элементы настольной РПГ, включая 7 кланов вампиров Камарильи с их уникальными способностями, нелинейный геймплей и упор на отыгрыш роли, где персонажи по-разному реагируют на игрока в зависимости от выбранного клана. Создатели столкнулись со значительными трудностями во время разработки и были вынуждены умерить свои амбиции. Масштаб проекта превышал возможности студии. Сценарист Брайан Мицода отмечал, что работа над диалогами и персонажами была особенно сложной из-за необходимости их полной озвучки и анимации. Не на руку проекту был и движок Source, с которым игре предстояло выйти. В конце концов, даже издатель в лице Activision был не на стороне разработчиков, то торопя, то останавливая их. Если изначальный релиз планировался на 2003 год, то в итоге игра вышла в 2004. Словно повторяя судьбу сериала, она попыталась о великих конкурентов, вышедших с ней день в день. Это были Half-Life 2 и Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Такое столкновение привело к катастрофическим продажам. Было реализовано лишь 72 тысячи копий, что принесло всего $3,4 миллиона, в то время как предыдущие проекты тройки показывали лучшие результаты. К тому же рекламная кампания была минимальной, и проект остался в тени гигантов, что не помешало игрокам по достоинству оценить его. Они распробовали Vampire the Masquerade Bloodlines и сформировали вокруг нее сплоченное комьюнити. Изначально проект вышел в плачевном техническом состоянии, но фанаты стали его чинить, дополнять и создавать контент по мотивам. Игра обрела вторую жизнь через неофициальные патчи, которые исправляли ошибки и восстанавливали вырезанный контент, включая целые уровни. Это позволило Bloodlines приобрести культовый статус и вновь познакомить людей с миром тьмы. С тех пор по франшизе White Wolf вышло множество проектов. Разных, интересных и не очень, успешных и провальных. И даже, как мы уже знаем, продолжение Vampire the Masquerade Bloodlines. Таким образом, культурное наследие World of Darkness удалось сохранить, популяризовать и приумножить. Этот пример показывает, что подобные сообщества объединяют людей, доказывая, что фантазия — это источник нашей внутренней силы.